Прежде чем начинать реализовывать АЦП, давайте посмотрим на область комп. Данная область отвечает за компаратор. Как видите, здесь написано DATS больше SIG. Что такое DATS, мы знаем. Откуда взять SIG? Сигналом в данном случае выступает порт S разъема тройка модуля. Считывать значение с компаратора будем с GPIO 4. Что будет источником сигнала? Ну, самый простой способ взять вот такой вот потенциометр или переменный резистор, включенный как делитель напряжения. Вставляем его в тройка модуль. И теперь на клемме S, если мы подадим на V сигнал, будет напряжение от 0 до 3,3 вольт, которое будет зависеть от того, в каком положении находится ручка. Чтобы подать напряжение на потенциометр, можно посмотреть вот сюда. Здесь написано, что V – это GPIO 17. Запустим скрипт с прошлого занятия, но не забудем подать на тройка модуль напряжение. Отлично, мы подали напряжение на тройка модуль, запустим наш скрипт. Теперь мы можем записывать сюда разные цифровые коды и смотреть на компаратор. Давайте посмотрим, как ведет себя светодиод в области компаратора. Для этого будем вводить разные значения и смотреть, когда он будет зажигаться, когда будет гаснуть. Ну, давайте введем какое-нибудь значение, например, 100. Светодиод не зажегся, значит DATS меньше SIG. Ну, давайте сразу же введем что-нибудь побольше, например, 200. Светодиод зажегся. Это значит, что искомое напряжение SIG лежит между 100 и 200. Давайте не будем долго думать, запишем, например, 125. До сих пор горит. Это означает, что он лежит между 125 и 100. Ну, давайте введем немного поменьше, например, 120. Погас. Значит, между 120 и 125. Продолжим вводить. Определил, что искомое напряжение лежит между двумя цифровыми кодами 124 и 125. Все хорошо, но мы подобрали значение вручную и получилось слишком медленно. Ускорим процесс при помощи программирования. Будем перебирать коды на ЦАПе последовательно и считывать значения с компаратора. Для этого нам нужно прежде всего установить GPIO 4 для компаратора на вход. Я описал номер компаратора 4. Напишем компаратор. Ошибка. GPIO in. Уберем все строчки, связанные с ручным вводом, поскольку мы будем перебирать значения. Перебирать мы будем их в цикле. И после установки значения будем считывать значение с компаратора. И если компаратор value равно 1, то напечатаем ADC value, и это получается input voltage. И завершим цикл и начнем его заново. То есть мы нашли искомое значение и можем начинать искать его заново. Давайте запустим скрипт. Значение постоянно 0. Посмотрим, что происходит на плате. А на плате ничего не происходит. На самом деле есть нюанс, на который стоит обратить внимание. Значение компаратора у нас показывает единицу не тогда, когда DATS больше SIG, а когда DATS меньше SIG. Поэтому поменяем с единицы на 0 и опять запустим. Отлично. Теперь мы видим, что он выдает какое-то напряжение, но у нас есть нули между вроде адекватными числами. Как вы помните, есть
у компаратора есть некоторое время, за которое он изменяет свое значение с 0 на единицу. И чтобы учесть это время, мы должны поставить тайм-аут между переключением значения на ЦАПе. Давайте напишем time sleep 1/100 секунды. Так, у нас объявлен тайм? Нет. Import time. Запустим еще раз. 1/100 это слишком много, все работает слишком медленно, но заметьте, нулей между адекватными значениями уже нет. Давайте поставим 1/1000. Так. Уже побыстрее. Давайте поставим еще меньше. Это уже слишком много, появляются нули. Давайте подберем значение. Вот я подобрал значение, при котором перестают появляться нули. Это 70 тысячных. И можно заметить, что если я буду вращать ручку в сторону увеличения напряжения, то значения будут появляться медленнее. Это, собственно, один из небольших минусов, больших минусов последовательного АЦП, в котором мы просто перебираем последовательное значение. Именно для этого нам и нужно реализовать АЦП по разрядному взвешиванию, чтобы время преобразования не зависело от величины. Но даже в таком виде мы можем сказать, что это работающий аналоговый цифровой преобразователь, поскольку вот я кручу ручку и значения меняются.